22 сентября, Одесса. И посмотрите, что происходит на пляжах города. Казалось бы, осень, но нет, Одесса еще не знает, что осень и скоро октябрь. Все пришли на пляж. Мы, конечно, подозревали, что на пляже будут люди сегодня, потому что прекраснейшая погода, но не думали, что настолько много. На море жарко, и на море больше людей, чем на дорожке. Посмотрите, дети прыгают в воду, все купаются, супер. Всех приветствуем из Одессы. Всем большой привет из Золотого берега, из самой Одессы. Ага. Да, девушка здесь мечтает на камнях. И не одна, вот вторая. Боже, посмотрите, какая на море чистая и красивая вода. Каждая по-своему осоль. Обратите внимание, какие возле моря зеленые и красивые сосны. Одесса — это не то место, которое очень по климату подходит для таких растений, но здесь они просто идеальны. А вот с этой стороны уже немножко они подсохли. Чтобы в Одессе хвойные хорошо росли, их нужно все время поливать, потому что они реально высыхают. Так, это другой пляжик рядом. Здесь людей поменьше. Ой, ну вода просто прелесть сегодня. В Одессу приехало огромное количество переселенцев из разных регионов, из разных городов Украины, поэтому, наверное, все пришли отдохнуть на море и словить еще немного солнца. Одесситы уже к этому привычны, а вот кто новенький в нашем городе, то, конечно, хочет еще позагорать. Будет ходить на море до зимы. Но вообще раньше считалось, что с 1 сентября это больше время уже для одесситов, потому что город становится пустым. А сейчас даже не скажешь. Расскажи шутку нашего зрителя. Не помню. Расскажи ты. Кто-то из наших зрителей сюморил и написал, что 1 сентября – это второй день освобождения Одессы. Освобождение Одессы от туристов. Это была очень смешная шутка, но пока она не актуальна. Может, 1 октября будет день освобождения Одессы от туристов. Ну, посмотрим. Мы слышим красивую музыку и идем на нее. А здесь кто-то играет. Нет, я не пойду. Мы часто делаем акцент на том, что в городе у нас в Одессе большое количество талантов. И вы это видите. Вот мы гуляем по набережной, сюда принесли музыкальные инструменты и играют. И тем самым равнодушным здесь не может остаться никто. Все останавливаются и снимают видео. С телефонами. Красиво так, море, музыка классическая. Просто прелесть. Вообще очень такой приятный, отдыхающий осенний день, выходной, осенне-летний. Ты говоришь осенний, но на самом деле мы думали, будет прохладно, взяли с собой даже кофты. Приехали, а на море просто жарко. Смотрите, одесские голуби настолько наглые, что они прилетели все на пляж вместо чаек и не дают людям отдыхать. Смотрите, их кормят. А, и там еще среди них, смотрите, одна ворона. А чаек нету. Идем по набережной, и здесь просто сложно даже снимать фильм, потому что толпы нереальные. Толпы, как в разгар туристического сезона. Покажи направо пляж. Здесь уже киоски пооткрывали. Я не помню, раньше они были или нет. Были, конечно, мы их показывали. Нет, то в этом году были, а раньше я не помню. Смотрите, везде люди.
Кто-то пьет пиво, кто-то кушает рыбку, дети плавают, купаются. Мы смотрели, что вода сейчас 20-19 градусов. Не каждому такая температура подходит, но все же находятся смелые люди, которые плавают. Вчера были большие толпы в центре города. Очень много людей было в ресторанах, в заведениях, в кафе. Просто гуляли по бульвару. А сегодня, в воскресенье, мы приехали к морю, и здесь ситуация такая же. Говорили, что из Одессы уже все туристы выехали, но нет, такое чувство, что они только приехали. Я хочу сказать, что мы второй день снимаем видео в Одессе, и такое впечатление, что здесь второе дыхание, второе туристическое дыхание. Я сомневаюсь, что здесь все одесситы, ну, Дерибасовская полная, Аркадия полная, Золотой берег полный, в общем, людей тьма тьмущая. Пойдем с вами пройдемся немного по пирсу. Слушайте, тут своя атмосфера, много рыбаков и играет музыка. Видите, все по-своему отдыхают. Смотрите, видимо, рыба ловится, потому что рыбаков реально много. Здравствуйте. Ну, здесь классно. Смотрите, какая вода чистая. Видно дно, камни все. И рыбок даже видно. Вон как красиво кружат чайки. Это бычок? Не, я вас не буду. Это бычок, правда? Да, это бычок. Их два? Да. Поскольку мы с вами находимся на берегу Черного моря, то рыбаки здесь есть всегда. И сегодня нам особенно повезло, потому что Ирина успела заснять улов. И сегодня это был настоящий черноморский бычок. Эта рыбка очень известна в нашем регионе, поэтому если вы приедете в наши края, то обязательно попробуйте ее в местном ресторане или купите на местном рынке. У людей вот такие сачки и ловят рыбаки местные, любители ловли рыбы, вот такую вот рыбешку разную. Мы думали, почему же сегодня на пирсах так много рыбаков? А обратите внимание, сколько в море плавает рыбки. Это все очень интересно рассматривать, когда стоишь на пирсе. Очень красивый. Как зовут такого красавчика? Шейд. Ой, красивое Он, такое. как его назвали, Shade of Gold, оттенок золота. Так Да, очень мы красивый. ничего не придумали другого. Такой у вас благородный, не белый, не желтый, а голд. Ну, должен быть таким. О, красавчик. Ты что, пришел на море посмотреть? Да? Прелесть. Хорошей вам прогулки. Вы будете в море нырять? Не. Не. Нам на машине ехать назад. Понятно, вы так, в Мне сухую. хватит песка, как меня заносить. Вот такой у нас ушейк в Одессе. Ну, конечно, с удовольствием. Ну да, я вижу, что он в надежде. Какая прелесть. Хвостом виляет, думает, что купаться будет. Но нет. Наконец-то хоть когда-то, Ирина, ты была выше. Мы присели тут на покрывало, на пляже, видите, вот за нами там людей много. Мы уже не раздевались, уже вечер. Снимаем море. Такая Да, благодать. и играет музыка. Ты не пытай меня, де я, а я на море. И вот тут, Такая классная песня. к сожалению, из-за авторских прав мы не можем ее вам громче включить. Люди ловят рыбу, загорают, отдыхают. Боже, так хорошо, когда в городе тихо. Какая жизнь прекрасна, когда в городе тихо. Вот слушайте. А я на море. Видите? Уже вечер. Слушайте, зашло солнце, а вообще не холодно, да? Вообще.
Мы такой день упустили для загара. Поздно приехали. Все дела, и не приехали позагорать. Завтра надо наверстать. Но поедем, наверное, уже на другой пляж. Смотрите, как красиво летают чайки. Видите? Процесс кипит. Там куча рыбаков и даже женщина ловит рыбу. Вот. Две женщины. Две женщины. Да. Вот. Одной женщины улов я вам показала. Смотрите, ну, процесс идет. Они просто эстафета. Кто больше, кто крупнее, кто быстрее. Подошли потрогать водичку, потому что люди купаются, интересно. Надо знать, какая сейчас ее температура. Смотрите, я думаю, очень сильно сейчас на море воняет какой-то мертвой рыбой, этими водорослями, мидиями. А тут видно, вот очень много повыбрасывало мертвых мидий. Видите? Это все мидии. Очень странно. Где-то считали, что на пляже много медуз, но на самом деле ни одной медузы мы сегодня не увидели. А, вот медуза. Большая медуза. Водичка прохладная, я бы в такой не плавала. Но для тех, кому не страшно, себе может позволить. Вот смотрите, все в мертвых мидиях. Такие. И запах у них, конечно, соответствующий. Мы пришли на пляж, на котором много песка. Много песка нету, а только вот такие камушки и ракушки. Достаточно больно дойти до берега. Вон Ирина сидит, немножко загорает. Купальники мы с собой не брали, поэтому просто присели на покрывало. Вот смотрите, кто-то на каноэ. Уже заход солнца, а мы еще здесь сидим. Это не каноэ, это похоже на доску для серфинга. Чайки летают, уже вечер. Смотрите, сейчас покажу вам. На пирсе моряки еще есть. Ирина уже тут в кофте сидит. Да, я уже замерзла. Да, посмотрите, людей уже на пляже практически нету, но мы еще посидим и тоже будем идти домой, а человек себе плывет дальше. Обстановку на пляжах Одессы мы вам показали. Золотой берег вкратце мы вам показали. Сейчас мы идем. Комары кусаются. Да, идем уже, наверное, домой. Но завтра, понедельник, видео выйдет во вторник. Но зато Если будет тепло, приходите все действительно на море. На море прекрасно. Божья благодать. Да, так классно, аж не хочется уходить. Может, еще немножко посидим. Да, посидим просто на море, посмотрим. Все, всем пока-пока.